ему потом плохо. Да без него тоже бывает плохо. А? Без него тоже бывает плохо. Ну вот с ним хуже, чем без него. Лучше без него привыкнуть и как-то нормализуется. Так, давай Роберту сейчас позвоню. Нормальные кондиционеры можно настроить нормально, чтобы не это не сильно морозили, не напрягали. Звук пропал что-то. Так, Роберт сейчас подойдет. С кондиционерами просто я на это смотрю так, что лучше привыкнуть к такому, к нормальному режиму и жить в нем. Вот там, когда то лето было жаркое, ничего, нормально. Просто вопрос привычки. Люди же живут без кондиционеров. Так ты же видел по южным странам, как по Турции едешь, все мужики сидят на табуреточках на улице в жару и ничего не делают. Или спят дома, да? Ага, потому что они не шевелиться не могут, не соображать при такой температуре. Даже так? Не задумывался с этой стороны. По крайней мере, у меня оправдание есть, почему я плохо соображаю. Не, я просто замечал, за рулем едешь, когда под 40, все, у тебя мозги останавливаются, ты не можешь много целей отследить одновременно. И прям чувствуешь, что ты соображаешь гораздо медленнее. Прям. Ну, я еще бегать пытаюсь, видишь, тоже по жаре. Бегать-то проще, чем соображать. Не про то, что потом на этом фоне уже не так страшно все остальное. Роберт, привет. Всем привет. Извиняюсь за опоздание. Я успел приготовить завтрак, но не успел его съесть. Не успел. Сорян. Ну что, можем взять перерыв. Смотрите, ребята, у меня сегодня мероприятие, на которое мне нужно будет выйти в 12. Вот, поэтому... То есть у нас полтора часа, грубо говоря. Ну, либо закончим раньше, да, либо без меня, как удобно. Ну, окей. Итак. Я не знаю, Роберт, как мы начнемся, завтракай. Нормально, не, я не голодный особо, просто. Перерыве. Ну, можно жевать, когда будет думать о логиках, мне кажется. Там довольно продолжительные паузы получаются. Так, сейчас я все вспомню, как мы это делали. Давайте вспоминать, да. Сейчас начну шарить экран, когда закрою все лишнее. Тоже. Сейчас дублирую на всякий случай. Никита, привет. Привет. О, Никита, привет. Знакомый, да. Так, во-первых, сейчас я... нет, все правильно, у меня топ identity. Так, давай. Где мы вообще находимся? Что мы вообще делаем? Мы автоматизируем учет трудозатрат для работы команды на базе Google Sheet'ов, заполняем пробелы с помощью нашего сервиса. Сейчас мы делаем бэкэнд. Дальше, когда бэк будет готов, по API-шке нужно будет еще сделать какой-то фронт. Вот. Пока у нас есть только 2 endpoint, их вообще должно быть немного. Первый endpoint создает по статье, по мотивам статьи набор документов. Это сводные отчеты и все пока, да, это первый endpoint. Второй endpoint из главного документа о проекте подтягивает информацию о специалистах, генерирует для них таймшиты, подключает их в сводные отчеты
И здесь мы остановились на каких-то мелких неприятностях в прошлый раз, насколько я помню. И здесь нужно будет отработать разные сценарии, чтобы это все правильно работало в разных условиях. Ну, то есть добавление нескольких специалистов, добавление одного специалиста, добавление того же специалиста с другими условиями. Вот удаление специалистов, да, мы еще не думали. Ну, может быть, это мы не будем делать. А затем останется еще одна большая задача – это закрытие периода. И тогда можно сказать, что такая автоматизация будет полезной, ее можно использовать в продакшене. В общем, задача такая не самая простая, но и не самая сложная. Небольшая звездочка. И мы смотрим, как LLM-ки с этим справляются. Так, сейчас мы как раз смотрим на наш сгенерированный API и запускаем первый поинт. Да, сейчас только надо запустить при этом Сервер. сервер и, скорее всего, обновить креды. Аутентифицируется. Да, скорее всего. Так. Да, он уже прописаны. Через F5 должен Тут запускаться. скачи, да. Можно уже руками это делать. Скорее всего, он сейчас выругается на... Что вообще происходит? Почему он... Но это уже не аишка, это просто... Это не аишка. Нет, ладно, там, с моей стороны. Да. Ну вот оно и случилось. Это норм. Потому что надо было просто заранее это сделать. Сейчас... Но это тоже как-то надо автоматизировать будет где-нибудь, когда-нибудь, когда уже нечего будет делать. Удаляем токен, полученный от Гугла, и, в принципе, заново. Я думаю, что можно было бы как-то настроить потом еще, чтобы он подольше жил, чтобы не заниматься таким. А у них есть какие-то лимиты на жизнь токена? Наверняка. Там же у Гугла такая машинерия, что там очень долго разбираться. На самом деле LLM как раз вот в таких задачах хорошо помогает, когда не галлюцинирует. Найти в большом объеме документации, как сделать ту или иную фишку. Что происходит? Почему он пошел? Блин, странно, что он решает. Он хочет, чтобы я авторизировался. Так, мы возьмем отсюда линк. Должен быть линк. Этот же? Так, debugging mistake, authorized application. Вспоминаем, что там было, да. Копии. Мы хотим... Он просто, вот то, что вы сейчас видели, это он через Chrome драйвер открыл Selenium и попытался авторизоваться там. Почему, не знаю, просто, Наверное, потому что ты что-то делал с Selenium, да? Нет, это понятно, что не на пустом месте, он не сам установил, но почему он выбрал именно это? Хотя я уже, наверное, неделю ничего не делал с Selenium. Так, все, мы авторизованы. Можно где-то прописался в дефолтные приложения. Ага. Тут же VSL. Так. Началось в деревне утро. Он еще, он сам ждет. Он ждал авторизации, да, и теперь. Ну, молодец, что ждал. Все, окей, пришел. Ну, смотрите, иконочек нет. Ладно. Я думаю, этим когда-нибудь можно будет потом заняться. Там слэш что-то должно быть то ли docs, то ли swagger. Ну да. Давай просто назад пойдем, чтобы не вспоминать. Docs. Итак, значит, мы можем создать проект новый, да? Создаем проект, да. Убеждаемся, что все сделалось. Да. Пошел. Готово.
Так. И у нас должна быть И- ссылка на главный документ здесь. В ответе. Ну, да, она есть, но поскольку у меня драйв открыт, Да, можете это. Это то, что сгенерировалось. нам нужно Project Info. То есть генерировались 3 файла из темплейтов. В Project Info у нас Информация о проекте. информация, да, о проекте и информация о команде. Вот для следующего шага нам нужно заполнить Да, информацию. мы просто копируем, чтобы по-быстрому. У нас работает, значит, Джон, он веб-админ, получает вот столько. Окей, это все, что нам... нет. И для следующего шага нам нужно из вкладки Project Info либо с ответа API взять Project ID. Все верно. Это теперь идентификатор проекта на все время жизни проекта. Да. И следующим путем, как это сказать, следующим шагом мы делаем синхронизацию проекта. Он пойдет посмотрит, кто у нас прописан в команде и создаст им шиты для в общем, заполнения времени и прокинет их в шиты. Сводные отчеты. Ну да, он должен создать таймшиты, с этим он справляется с самого начала хорошо, а вот с линковкой у нас был прям ряд сложностей. Мы, по-моему, несколько встреч пытались их решить. Да. Кстати, я не привел, в какой ветке я запускал. Это прям очень плохо, но курсор 1, background agent test, по-моему, это... По-моему, Ну ладно, это прошлая ветка. Угу. Это мы играли с курсором. Да. Ну да. Это мы уже вернулись. Это мы уже поиграли с этим, с Copilot, вернулись в курсор. Да. А background таску так и не запустили. Так, закончилось. Значит, все, вот он нашел в респонсе, он пишет, что он нашел одного нового у нас девелопера. И теперь мы смотрим и вспоминаем. Во-первых, в Project Info должен появиться его айдишник, его таймшит. Да. Вот, появился. Это работает. Должен появиться таймшит. Сам таймшит тоже появился. Можно что-нибудь заполнить. Да, и мы скажем, что наш веб-админ, наш уважаемый, глубоко уважаемый веб-админ, проработал несколько часов. А это надо было до этого сделать? Нет, это сейчас прикидывается, да. Я просто тоже немножко после пары недель перерыва скрипит немножечко, разоржавело. Все, и мы смотрим на отчеты. Он должен, во-первых, во вкладке подтянуть таймшит. Там надо дать разрешить доступ, иначе он... Разрешение, да. Это вот я помню, кстати. Самый неудобный момент в автоматизации, что надо рукой кликнуть на allow. Да, и тут, похоже, придется рукой тыкать всегда. И здесь тоже. Итак, и теперь мы смотрим на Payment Distribution. Извините, так. Да, теперь смотрим, что считается правильно. А считается вот, правильно. Здесь неправильно. Часы не посчитал. Подожди. А здесь... тут тоже не посчитал. Ой-ой. А мне кажется, считалось, да, где-то уже? Считалось же вроде. Возможно, твой Google Sheet. Давай посмотрим внимательно. Помнишь, да, вот этот трюк, да? То есть ты это помнишь, я его только вспомнил. Да? Да. Это сбой Google Sheet, не нашего софта. Ура, проблема не на нашей стороне. Но на самом деле, да. Хорошо, что не начали ее решать с AI. Да. Смотри, здесь, получается, все работает правильно. И вот на этом мы остановились, что в одном отчете правильно, мы попросили сделать в другом отчете так же, как в этом, и с этим он не справился. Да, все. Пыль. Давай посмотрим на формулу D2. Встряхнулась. Хотя формула вроде бы правильная, да? Давай тоже сделаем. Да.
открытый вид. Скорее всего. А вот это можно будет сделать программно, да? Я никогда не пробовал. Все, Вероятно. вот подставилось. Считает правильно. Ну, хотя давай перепроверим. Мы ему платим 10. Рубли. Вот, да. Ну, Ну это окей. ладно. Форматирование. Это форматирование просто, да. Мгм. Мгм. То есть мы платим 8, нам за него платят 10. И нет, считается все правильно. То есть есть проблема с тем, что он пустую строку. Я даже не знаю, как это. Ну, Мы как-то это смотри, называли в прошлый раз. в первом отчете, И- получается, и здесь. использовал форматированную строку, а здесь вставил и не использовал. И вот мы не смогли проинструктировать его, чтобы он сделал то же самое. Ну, Ну да, то же самое, вот прямо не получилось, мы несколько раз пробовали. Надо просто заново ему описать проблему, мне кажется. Тогда. ну, я думаю, что можно сослаться, да, и сказать, что именно здесь сделано неправильно, да? Так, а у нас незакомиченных изменений нет случайно, чтобы мы там... Нет. Ну, давай попробуем описывать. Голосовой ввод у тебя не обзавелся голосовым вводом? Нет, такая. Это было в Project Service, да? Ну да. Вот я, кстати, этого Или спеш. не помню. Но, подожди. Давай ему 2 файла дадим, и пусть разбирается. Ну что, попробуем с анализа начать, да? Да. Внесение изменений, найти различия в реализации двух таймшитов. Прощения. Наверное, ему надо... Так, во-первых, я в думающей модели. Да. Ему вообще надо вспомнить про проект. Да? Проанализирую проект, да. У нас есть requirement, которые мы, по-моему, актуализировали. Можно на них сослаться, да? Угу. Ну, тут, наверное, требования к проекту, и если говорить. Код попроще. Проанализирую весь проект. Обрати внимание на... Смотри, Роберт, я думаю, что если мы его сейчас заставим весь проект анализировать, он может не туда уйти. Потому что есть ошибки, да? Okay. Ну, проект уже большой. Вот. Его бы, наоборот, концентрировать на той задаче, которую мы будем решать до нового чата, да? Поэтому ему надо требования в целом понимать, да, а потом сфокусироваться на той части, где у нас есть проблема. Я думаю, что мы можем сказать, вот требования в целом изучи, и это общая инструкция получается для всех новых чатов, да. Потом изучи код в endpoint sync, да, получается. Вот это надо сейчас. Ему не надо в create влезть, да. И найди различия в том, как добавляется первый специалист вот в этот General Spreadsheet и забыл как другой. Payment Distribution, да. Вот изучи код в endpoint sync, я думаю, это второй пункт, потому что первое это требование к проекту в целом, да, а второе уже это Так, значит, найди различия. Различия в реализации. А это прям работает, когда ты ему указываешь на последовательность алгоритма, да, действий, вот что зачем. Да. Список, да, очень хорошо работает. Одна из базовых рекомендаций, когда ты делишь задачу на несколько. Даже, есть такая рекомендация, что если тебе вот лень вот так вот писать, то можно просто сказать, сначала составь план, а потом действуй по нему. И это работает лучше, чем просто сделай. Но мы уже пробовали сказать просто иди реши, у него не получилось в прошлый раз. Вот, поэтому мы сейчас пошли в более детальные инструкции. Так, и давай, может быть, сейчас скажем,
что General Expenses формируется Да. правильно при добавлении нового специалиста, а в Payment Distribution появляется лишняя строка. Проанализирую это в документах. Давай вот так тоже сделаем, да? Так, который работает у нас еще раз? General Expenses, хорошо, да? Угу. Не, ладно. Выполняйте правильно. Да, верно. Payment Distribution появляется лишняя строка. И не применяется Не форматирование применяется форматирование, да. из шаблона. Ну, там непонятно, из шаблона или он уже из этого должен просто из строки первой взять и копировать. Я не помню, как мы делали. По-моему, мы просто говорили, что бери и копируй. В шаблоне есть одна строка с правильным форматированием. Он, получается, для первого специалиста должен использовать ее, не добавляя строк. А для последующих он должен добавлять новые строки с тем же форматированием. Я не знаю, мы можем, кстати, сказать ему. Хорошо, да, не применяется форматирование. Из шаблона. Шаблона, ну окей. Из шаблона. Будем описывать логику? Это чуть больше? Давай, наверное, да, чтобы... Давай, наверняка. Логика должна быть такой, что при добавлении первого специалиста мы используем имеющуюся строку. Потому что мы, по-моему, в прошлый раз описывали для General Expenses довольно-таки подробно. Окей. Угу. При добавлении первого специалиста используем имеющуюся строку. При добавлении последующих специалистов добавляем строки с тем же форматированием. Подожди секунду, я на имеющемся споткнулся, так, имеющуюся строку. При добавлении первого специалиста мы используем имеющуюся строку. Подожди, ну то есть да, а дальше просто копируем ее форматирование? Ну, я думаю, что следующим пунктом при добавлении следующих специалистов копируем строку с форматированием. Нет, вставляем строку с тем же форматированием, давай так скажем, да? И записываем информацию о специалисте туда. Можно еще раз сказать, что это уже реализовано в General Expenses. Окей, да, напомните, что... И записываем специалиста туда. Да. Это уже сделано правильно в General Expenses. Да? Ну, кстати, да, получается, как уже с дурачком разговариваем, да? Ну ладно. Ничего такого. На самом деле, этот дурачок может сейчас много очень кода написать, гораздо больше, чем объяснений, и быстро. Но это ладно, это я зря сказал. Сейчас как сглажу. У нас всегда так, он начинает как-то лихо, да? Раз, Здравия. сделал, ты уже расслабился, думаешь, ну все. Все, так, а что, план попросить? Может, пока сразу его не пускать это делать? General Expenses. Не будем еще раз говорить, что Payment Distribution работает неправильно. Он уже понял, наверное, да? Ну, описывать не будем, да, допустим, неправильно просто, да, окей. Я думаю, что да. Я думаю, что стоит план предложить.
Так, у нас опции все правильные, да, там включены в агенте? Ну да. То есть мы умные, thinking, агент, да. Мгм. Поехали. Ну вот, можно пока завтракать. Итак. Пользователь просит. Ну, как вкусно. Так. Он пошел... А, нет, все еще думает. Да, вот эти два метода, как раз, которые мы делили. Помню, был такой квест. Я успел увидеть, что теперь я понимаю. Да. Не, он до этого понимал проблему, а теперь понимает полностью. А теперь понимает ситуацию полностью. Погоди. Их реализация идентична. Проблема, что логика... Так, это да, это, кстати, на это надо обратить. Ладно, он же нам сейчас отчет составит. И посмотреть, чтобы он там не начал что-нибудь лишнего городить, типа тестов и прочего. В смысле, ну, нет. Не, он пока не разрабатывает, я имею в виду, чтобы в плане у него не было. Мгм. Так, в общем, что анализ проблем, план исправления. Система должна создать документы, да, правильно, должна обновляться как вперед. Да, формулы. Информативно является. Использовать. Да, окей. Ну, допустим, так, анализ кода фантазии. Так, определяет позицию для вставки, правильно вставляет строку и применяет данные. Строку, чтобы... Ну, да. Допустим. Ты что уже так. дальше прибежал? Мгм. Скоро прибежал? План исправления. Карин. Период проанализировать. Слушай, может, ему надо было примеры документов? Да? Мы же не дали. Можем добавить сейчас просто, что... Скажем, изучи результат работы эндпоинта, скорректируй план. Так. Ну да, опечатки он проглатывает нормально, поэтому исправлять не обязательно. Ну, если есть время, пока, да. Вот так изучу. Скорректируй. Блин, вот ты зачем мне это сказал? Я даже не заметил. Ладно. Ну, я просто для зрителей, чтобы мы понимаем, да? Окей. Что опечатка Так, есть. нам для этого надо дать ему доступ к этим документам. Да. Так, это payment distribution. И General Expense. Мгм. Можно вообще это, вот если честно, Мгм. я бы сейчас просто отменил то, что он подумал, И и заново? добавил это, добавил бы это вот в это сообщение, Давай. чтобы не накладывалось. А почему он не копируется, не вставляется? Потому что курсор. А там как-то вот так. Думаешь, да? Ну, кстати, да, возможно. Да, прикинь, не копируется, не вставляется. А ты как, Ctrl-Insert или Ctrl-C? Ctrl-C, Ctrl-V, да. Ну, на винде же. А Давай правой попробуем прямо. А у него даже правой кнопки нет. Что ты? Тут намутили совсем, да? Вот. Ладно, ничего страшного, это можно написать.
Здорово, так. Почему? Ну вот видишь, уже полчаса ушло, потому что мы... Ну, там на ревью, да. Да. В смысле, Ну, и инструктаж, да, он долгий получается. И Лемка думает долго, да, поэтому вроде бы сам код пишется быстро, да, а вся вот это вот запрягание долго, да. Сейчас дверку прикрою, тут разговор пошли. мне кажется, вот одно из самых крутых, что он может ходить в Google Шиты сам. Это Ну, да, да. прямо вау-эффект. То есть и писать там можно все, что угодно, и он поймет. Но то, что он... Да, опять же, помнишь, тогда он тупил по поводу колонок, что у него смещалось все время. Он такой, Да, было. часы, а там на самом деле не часы, ну, стоимость часа была. Ну, вот, что он путал. Я не помню, правда, как решали уже. Мне еще, знаешь, помогает документация индексированная. Тоже прикольная штука. Ну, то есть, когда ты... Ты имеешь в виду про... Да, подожди, где-то у меня дошел На доке, да. когда-то. Это в сеттингах. Где оно было? Сеттинги, да. Я помню. Я помнил, уже не помню, ладно. Вот, шестеренка у тебя справа вверху. Да, вот же она, да. Инфографика И там... для слабаков. Так. Ctrl-Shift-P settings надо было писать. Indexing and Tops, по-моему. Слева. Выше. Опа. Нет. Выше. А, вот это вот. Да, и вот все, что я пытался проиндексировать, но Так, возможно, у тебя индексатор отваливается, потому что он отваливается довольно часто у курсора. Я не знаю, как сейчас, но раньше это беда была. Ну, то есть индексатор и для кода отваливается, тогда курсор становится почти бесполезным, и для документации тоже. А индексатор, я так понимаю, это штука, которая у них ходит и считает эмбеддинги, чтобы потом вовремя подсовывать нужную информацию под запросы. И поэтому, если у тебя код не индексирован, получается, он не опирается на твой код. Так у доки не индексированный, значит, в доки не лезет. Такое. Почти бесполезно становится. А отваливался он прям регулярно. Его потом под мониторинг поставили еще. Ну, я, кстати, тоже вот это замечал. А что можно предпринять, чтобы он не отваливался? Да ничего. Ну а что ты предпримешь? Это их проприетарный сервер, который определенным алгоритмом индексирует информацию. Не, я в плане того, что, может, надо профилактически переиндексацию производить там раз, я не знаю, в 2 запроса, раз в 1 запрос. Перед каждым там серьезным запросом, да, вот таким планом, который сейчас написали, допустим, индексацию запускать. У тебя же код меняется в динамике. Вот мы сейчас внесем изменения, и все, код изменился. Ну, вот я к тому же, что, допустим, изменил, ты принял изменения, все там, сохранил их в файлах, взял, переиндексировал каждый раз, да. Но он это сам делает. Просто когда индексатор отвалится, тогда он уже не будет опираться на новый код, и у тебя проблема. Ну, понятно. Вот. И, в общем, если индексатор отваливается, то все, это беда. Ну, а что, надо перезапускать или... Не, он ломается так, что просто сервис недоступен. Ну, то есть это, фатально. Все. Ты не можешь ничего делать, пока его не починят. Добавить дебаг логирования. Но мы сейчас корректируем же план. Это же план только, да. Да. Исследование логики определения. Погоди, а он смог прочесть? Там не видно выше. Что? А он смог прочесть Google Doc? Сейчас, не знаю. Тут не видно.
Не вижу, да, чтобы он читал. Тоже не вижу. Напомним ему, да? Так. Можно так, а ты документ читал? Мы уже с ним так разговариваем, а роботы придут, и потом нам за это, блин, извиняться. Я, кстати, смотрел на ютубчике какой-то мануал, как пользоваться курсором, и там парень прям советовал дописывать. Ругать, всё пожалуйста. время, типа, это очень важно для меня, от этого зависит моя жизнь или что-то, ну, типа такого. Это как будто бы такие, знаешь, двухлетней давности советы промпт-инженерам. Типа, получишь приз в 100 долларов, там, если правильно ответишь. Как будто бы это уже... Мне кажется, это похоже на эксперимент с голубем. Слышали про эксперимент про ложные ритуалы? В общем, голубям выдавали еду с какой-то регулярностью, и те начинали это связывать с какими-то своими действиями, хотя от их действий на самом деле ничего не зависело. Ну, то есть еда выдавалась просто регулярно. Вот. Какой-то из них начинал, не знаю, там, голову в бок наклонять, кто-то лапу поднимать. Это я сейчас придумываю, да? В общем, и у себя в голове связывал это с получением еды. Все. Карго-культ это называется. Ну, Да? карго-культ так, если... немножко, мне кажется, Другое? Ну, про ладно. другое, да, это когда ты пытаешься повторить сложный процесс, не понимая его сути, надеясь, что это приведет тебя к результату. Вот. А здесь, получается, у тебя просто ложный ритуал, и ты что-то делаешь, ты результат получаешь все равно, да? Вот, но ты Причина каждый раз результата, получаешь да. подтверждение, да? Ложная причинно-следственная связь. Вот, и поэтому мы можем его попросить также, да? Я уверен, что результат будет примерно такой же. Но если Смотри, у нас он даже показал, что он прочитал. Извини, доказал. это очень интересно. Он прямо в табличку, что я сходил, посмотрел, там такие данные. А теперь проблема очевидна. А теперь проблема очевидна. Что... ну, кстати, это очень интересно. Так, строка 2, строка 3. Так, данные сдвинуты. Вот. Во, это то, что мы хотели ему донести как раз. Подожди, но данные не были сдвинуты. Погоди. А он говорит, ну и в General Expenses. Так, стоп. Он смотрит в... Он туда смотрит вообще? Там другая структура данных. У нас структура в General Expenses такая. Total Cost, потом Payment. Он, наверное, его в тупик ставит общий итог. В General Expenses, а в отчетах всегда последней строкой идут итоги. Это правильно. Давай ему, может, добавим. Да. Че, извини, бро, или кстати? Слушай внимательно, от этого зависит твоя жизнь. Однако. Сейчас мы можем много пошутить, давайте попробуем нормально сформулировать. Так, Давай. Просто забыл. Объясни, что я прогнулся под AI. Все, извините, ребят. Да, что последняя строка в документах. Это итог. Это итоги. Рано? Давай, Можно было еще раз повторить ему, что General Expenses, я уверен, что работает правильно, а Payment Distribution нет. Окей. Он думает уже. Такого раньше не было, да? Я просто, возможно, не успел остановить. Нет, слушай, вот этого точно не было. Точно, я сейчас точно нажал до конца эту иконку. Ага. Не факт, что сможешь сейчас. Давай подождем тогда, да? Все, он пишет, General Expenses работает правильно. Извини. Так, осталось намного более... Так. 3 шага. Он опять русский хочет вставлять, да?
Я вот тоже заметил, но сейчас я ему напомню про правила. Перед приступая я скажу, что... Но, в принципе, сам-то план как? Как будто бы норм. Давайте. Как будто да, там должно быть небольшое изменение, и это похоже. Давай попробуем. Следуй правилам. Это у нас rules, А, rules. Курсор rules. Cursor rules, да, был, извините. Да. Cursor rules. А я начинаю обычно набирать 1, и он его... И да, потому что он проиндексирован, да, это 1. Поехали. Прям, ну, давай не будем говорить про комментарии. Ну, посмотрим. Посмотрим. Он, может, для нас здесь по-русски написал, а в коде он и хотел, может быть. Нет, вот я вот в это не верю. Если он уже начал писать по-русски комментарии, то его прямо надо возвращать к правилам. Это точно. Хотя я с ним обычно по-английски разговариваю. Тоже Хотя думал, нет. нам надо попробовать по-английски. Зависит от то, как я думаю о задаче. То есть, если вся документация на русском, то, ну, в смысле, все вот эти процессы до задачи, то я с ним по-русски пытаюсь говорить. Ну, в общем, на том языке, на котором думаешь, да? Общаешься. А когда именно вот мои какие-то игрушки, я по-английски, но у меня так просто уже... Ну, в общем, сейчас советуют вот эти вот файлы, ну, вот с правилами, да, их делать на английском, потому что английский, он тупо короче, у тебя меньше символов, Меньше токенов. токенов, да, в промпт загоняется, и просто экономится мощности, да. Возможно, все эти правила можно описать 2 иероглифами, которых мы не знаем. Ну, не символы, а токены, я хотел сказать. Да, Никит, здесь ты прав. Есть такое мнение. Правила действительно короче получаются. Ну, вообще любые тексты короче получаются на английском. И, возможно, Роберт тоже прав, если бы мы знали какие-то иероглифы, они бы еще короче получались. Ну, не знаю, токенов бы это уменьшило количество или нет. Вопрос философский. О, все, вот он только-только внес изменения. Какие-то. Он все еще Один if, в процессе. другой if. Коллега, как статус в процессе? Комментарий на английском. Молодец. Он еще логирование, да? Ну, вполне, кстати, дельный. Я, кстати, вчера получил карточку в бассейн. Все же из Сербии, да? Нет, ну ладно, кто из Сербии? Это работа. Не все. Бесплатную карточку в бассейн получил. Слушай, я тоже сейчас хочу этим заняться, вот, но я не хочу ходить на дневное купание, вот, потому что там просто очень грязно, много народу, а по карточке вот этой социалки, возможно, только дневное, я так понял. Я хочу на вечер... Мне было просто интересно получить саму карточку, не факт, что я вообще хоть раз хожу. У меня прописки нету в Белграде, так что мне не светит. Ну, вот дети получили, да. Ходят. У нас же еще есть эти memories. Мы забыли про memories, и вот он, видимо, пошел. Да, я забыл точно. Даже memories есть. А он что-нибудь в память отправил, нет? Давай глянем, что у нас в memories. Мы ему ничего не просили сейчас запомнить. А он сам ключевое слово запомнить. Он сам инициативу проявляет тоже. Было такое. Так, это может быть. Вспомню. Может быть. Нет. Rules. Да, вот Manage Memories. Точно, да. И у нас там... Что-то мне не понравилось тогда. Не понравилось
что он слишком много туда что-то запомнил, потом путался или что-то. А мы, может быть, пытались правила перенести туда, не помнишь? Не правило. Мне кажется, надо почистить. Смотри, implemented endpoints, это полезно. Мы туда requirements перенесли, и что-то еще, и что-то было слишком... И реализацию, да? Ну ладно, давай пока подождем. Кстати, вот смотрел на 5 линтеров, ну ладно, это... Модель-то не поменялась, поэтому эта проблема будет, пока не поменяется модель. Ну что, он криво код пишет питоновский, потом сам находит, что он криво написал, идет обратно. Это хорошо, что мы линтеры поставили, да? Такую фигню. Он сам проверил. Вот когда он на расте пишет, он вообще в бесконечные циклы уходит. Ну, там компилятор строгий, и он сам собой вообще может вечно рассуждать. Бесконечно просто. Так, пока он этим занимается, мы можем посмотреть на memories. Так, первое. А как ее вот так? Как-то не очень удобно. А если на карандашик нажимать там... Ну, типа edit. А, кстати, раньше нельзя было. Не Это было, да? новое. Он типа только добавлял, как сам скажет. Я закрою. Это мы говорили, что сервер, используя наш, сам не запускай, помнишь? Неплохо. Так. Вот. Requirements. Это мы посмотрели, типа? Да. Окей, это оставляем. Это мы оставляем. Следующее. Смотри в конфиге, да, типа? Блин, опять. Странный скролл. Просто два скролла, один чуть-чуть ближе, чуть-чуть дальше. Так. Это полезно, да? Navigation guide, people. Да, окей, это тоже вроде полезно. Так, третий. А как начинается? Да ё-моё, сейчас. Workflow. И вот это вот у нас вообще взято уже получается из рулсов, да? Нет, это взято нет, тут из еще... make файла. Да, из make файла, да, хорошо, это правильно. Это тоже оставляем. Так, блин, очень удобно. Как будто бы... Ладно, неважно. UX странный немножко, да. Так, четвертый, n-файл, про n-файл. Вот так он мне просигнализировал, что он закончен. Давай посмотрим на результат работы. Давай. Пока что все было правильно, да. Так, он только в двух... Давай, что он в Project внес? Вроде бы он туда не должен был лезть. Ну, типа развертывание аргументов, и потом... Ну, почему-то... он просто на... Форматирование, да. Форматирование, окей, спасибо большое. Так, и теперь, да, то, что нас интересует. Форматирование, это все форматирование пока что. Ничего не меняется. Нет, там будет много. А что, он просто форматировал кучу всего? Вот здесь уже что-то происходит. Так, ну да, пошла логика. Слушай, мы сейчас очень долго можем читать, что точно. Да. Можем просто проверить, получилось или нет. Для этого мы просим много... мы вносим специалиста просто нового. Или... Да, я думаю, что нам... Блин, нет, вот из-за этой строки надо заново, да, лучше заново. Ну, можно либо попробовать руками почистить? Не-не-не. В смысле? Такой, я это делать не буду. Просто... Наверное, быстрее создать. Вдруг не так как-то почищу. Наверное, так будет быстрее. Юнит-тестов у нас все еще нет полноценных, потому что такие вещи по-хорошему надо проверять юнит-тестами. Но я боюсь, что если мы сейчас в них перейдем, мы засядем, да?
Сейчас, возможно, все правильно сделал, можем сразу к ним перейти после этого. Так, 2, 3, 4. 5 сглажу. Сглазю. Или как это? Как? Эй. Эй. Итак, Project Info. Специалиста. Example team. Team. Project Info. И поехали синхронизироваться. Че, и Алиса с ума сходит. Кругом робот. Алис, колонка? Ага. Я свое отправил обратно в Россию. Не надо мне тут. Понял. Пусть в России кого-нибудь подслушивают. Так, пошло, да? Что-то много логов прям стало, да? Ну, это, возможно... Ну, подобавлял. Видим. Все окей. Итак, мы выносим часы. Затем даем доступ. Угу. Ага. Ой, не то. Костыль на костыле, да? Есть. Райт, видишь, не работает. Не то, да. Нет, сработало. Окей. Работало? При удалении, да? А когда Ctrl-Z нажал, да? Ctrl-Z, да, нажал. А тут ничего не изменилось. Ну, ё-моё. Что такое? Ну, вот так вот он, да, разочаровывает. Ничего не поломалось. Давай ему скрин отправим. Да, я это сделал. Ага. Смотри скрин, да? Подожди, давай я просто... Да, 2, 3, 4, я правильно. Я кто? Угу. Ну, правильно, тап открыл. Давай прожмем все-таки вот это. А, да, скрин надо отправить с правильными данными. Они не изменились. Погоди, покажи формулу. Формула правильно. А в Джона что-то грузилось? Нет. Нет. Угу. Да, вот так надо отправить. Скрин. Описывать? Нет. Пусть Я думаю, что мы и так ему описали. Блин, и вот это как стена получается. Мы в прошлый раз просидели почти всю, да? Угу. Сессию вот с этой проблемой. Это не клево. Но он прикольно распознал текст. Ну, в смысле, имидж. Он прям понял, что не так. Это радует. Он пошел запускать сервер. Угу. Хотя в мемории у него лежит не запускать сервер, да?
Нормально, нормально, нормально. Да. И ты знаешь это в мемориесах. Не прокрастинируй. Ну, это... Неплохо. Я в таких ситуациях, знаешь, что делаю? То есть я беру, ну, допустим, я понимаю, в чем затык, у меня связано с этим там 3-4 файла, там взаимодействие с PD, да, какой-нибудь, то есть сервисный какой-то файл, где там выполняется что-то. Я беру это все, просто открываю браузер, захожу в GPT, вот, копирую код этих файлов. Вот, GPT прям очень хорошо работает, он понимает, в чем проблема, и вот то, что GPT написал, да, разъяснение этой проблемы, я скармливаю курсору, и тогда он такой, оп, просыпается, короче, и начинает работать. А ты в курсоре с какой моделью работаешь? Ну, там по дефолту стоит 3.5 Ну, да, Cloud. классно. Вот, я как бы ничего вообще, я на бесплатных это все пробовал, у меня нету... Ну, по моим ощущениям, даже Sonnet 3.7 превосходит любые OpenAI-шные. У нас 4-й, ну, то есть он сильнее. Я вот в этом плохо разбираюсь, я просто давно сейчас полгода даже больше не кодил, поэтому это воспоминания прошлого лета. Прям за полгода все очень сильно меняется. Угу. Такой мир. Вот мы не успеваем за новинками даже следить. Вон меморисы добавились, правила не так давно добавились. Эти MCP-шки добавились. То есть тут вообще все меняется очень быстро. Модели меняются. Сама логика обращения к коду — это то, что вот для нас черный ящик, как курсор, что там делает под капотом, мы же не знаем. Вот, но они сами говорят, что они с этим продвинулись. Вот недавно релизнули новую версию. То есть там те знания, которыми ты владел полгода назад, на сегодня уже устарели. Извини. Вот, а среди моделек, ну прям очень хорошо себя Sonnet показывает. Нет, кстати, я насчет полгода соврал, я в мае, наверное, последний раз пользовался, что-то мне надо было ботик, телеграм-бота написать для каких-то проекта какого-то, вот, и да, вот эта модель у меня сработала на нем. Ну, надо смотреть, да, какая модель. В общем, я даже замечал очень существенное отличие от Sonnet 3.5 к Sonnet 3.7, то есть прям очень хорошо продвинулась. Чувствуется разница. По работу с 3.7 не захочешь с 3.5 уже работать. Ну, а GPT-шные модели... Кстати, мы можем посмотреть, может, они даже здесь есть. В курсоре. Они есть. Там они есть. Подключить GPT. Вот, и пользоваться. А можешь ткнуть вот модель? Да, сейчас. Но прошлую неделю меня очень GPT-шные модели порадовали. Они мне код написали без ошибок. Ну, я имею в виду, что отлаживать его не пришлось. Только были замечания по тому, чего они наделали. А чтобы вот отладку делать, оно все идеально работало. Видишь, зависит от размера проекта. У нас же здесь тоже очень бойко начиналось. Не, ну, я просто сравниваю с такими же проектами, которые я делал до этого. Не было такого, чтобы запустил код, и он без ошибок работать начал. Меня как-то раз так DeepSeek удивил. Я не мог с курсором нормально. Я такой, просто в DeepSeek вставляю, описываю, что мы уже долго долбимся, типа, вот там код файлов, то есть DeepSeek же не имеет доступа к этому, ничему, просто в чат. И он такой, вот тут исправьте. Я вставляю копипастом, и все работает. Я такой, да, я об этом же и говорю. То есть разные модели по-разному. Когда такой затык с контекстом происходит в курсоре, бывает лучше...
потратить 5 минут, скопировать код, ну, как бы, и все, GPT, он очень хорошо работает. Когда ты понимаешь, в чем суть проблемы, то есть не надо весь проект копировать. Ты знаешь, что у тебя есть по импортам связано 3, 4, 5 файлов, да, но скопировать код из 5 файлов, ну, это, не знаю, меньше минуты, грубо говоря. А вот идея-то хорошая. А давайте, может быть, просто другую модель натравим и скажем, это проанализируй, что делала та модель, в чем он заблуждается. Может быть, и в этом смысле я как раз-таки вот хотел добавить к мыслям Олега, что у меня когда закончился лимит на курсоре в прошлый раз, я использовал Gemini 2.5, и ей нельзя скормить задачу вот так, ну, полностью, но именно пошаговое решение с ней, она хорошо, но долго, дольше думает. Окей, давайте посмотрим, что он сейчас нам сделал. Отлично, теперь давайте продемонстрируем наши изменения. Запущен. Угу. Он что-то сделал. Ладно, мы их сейчас не узнаем, тут много, да, просто будет изменение. Потому что, да, так не смотрели. Можем либо потестить, Угу. либо потестить. А ты запустил? Не заметил. Да, я просто закрывал, пока он создает. Бывает, очень часто помогает открыть новое окно чата в курсоре и вообще заново... Ну да, курсор, да, ну в смысле контекст. Да, ты просто дошел до какой-то точки, и потом начинаешь заново окно. У него, видимо, забито уже было раньше в старом окне память, вот, и он уже просто не тащит, у него не хватает ресурсов, я так понимаю. Вот, и ты уже с новыми знаниями как бы открываешь новое окно и немного перфразируешь задачу, вот, и это помогает. Марина подсказывает про то, что можно файлик просить суммаризировать для нового агента задачу. Тоже неплохо. Да. Я Просто думаю, пока суммаризировать-то нечего. Он пока не может исполнить. А что вот если вот сейчас в ответе переключить на другую модель, он же получит историю, да, как к общению, историю нашего общения с предыдущей моделью, и сказать, вот это твой конкурент, я буду работать с тобой, если ты найдешь, чем он ошибается. Заставить ревновать. Да, заставить. Окей. Так. Меня тут Gemini наглое вранье поразило. Мне надо было QR-код распознать, что на нем. Ага. А с телефона только первую строчку мне показывал, остальное не показывает, и все. Загружаю ему, он мне говорит, там закодировано «Привет от нейросети». Я говорю, что ты мне врешь-то? Он, нет, это там так написано. Я не вру. Интересно. Но они обычно, когда такие утилитарные задачи решают, они же пишут код на Python, а потом какой-то интерпретатор у себя запускают и выдают результат. Не произошло чудо, да? Не произошло. Но... Произошло. Да. Я помню, когда еще раньше было... Прямо уже руками просто надо сходить как будто туда это и сделать. Потому что... Давай попробуем модель поменять. Да, но мы пробуем другую. Давай какую-нибудь умную. Вот O3, например. Там позволит план? Вот, по-моему, самое умное, что есть у OpenAI сейчас, да? Там у нее тоже есть какие-то вариации. Про, не про, но вот да, вот 3 такая самая. Ну, смотри, я сказал ему что-нибудь такое, типа, проанализируй, как предыдущий агент пытался решить проблему.
найди, почему он был неправ и как решить проблему. И как его уязвить, обиднее. И заставь его покраснеть. Да, ладно, нет, так, и реши. И реши проблему. Ну, слава богу, они не проверяют стилистику. Это будет думать, мне кажется. Они все, Сонет очень быстро отвечает. Ну, или, по крайней мере, показывает, что он делает. Gemini 2.5 довольно-таки долго. Но мне прям нравилось с ней работать, потому что в плане именно как ассистент программирования, не агент, который за тебя сходит, все сделает, а с которым просто говоришь, что тебе надо, он идет и как бы буковки пишет он, но не большими объемами, и ты все время в курсе, какой код написан. Ой, ничего себе, сколько букв. Так. Но он долго думает прям. Ладно, это все равно... В смысле, это не минус. Если он выдаст результат, то сколько уже? 6 часов, по-моему, в сумме, наверное, Да. на это. Да. Руками было бы быстрее уже явно написать, да. Печатать. Когда у тебя... Ну да, представляешь, да, человека, ты ему говоришь, вот метод, он работает правильно, да? А вот этот работает неправильно, иди исправь. Так, отступы. Отступы. А, не, он поправил. А что, у нас отступ был неправильный? Смотри. Else. Ну вот да, я не понял. Ну, как будто бы он считает, что так, но а где это, какая строчка? Вообще странно, а как это работало тогда? Да-да-да, почему компилятор, и что он не показал? Просто else. Ну, мне это не нравится. Ладно, так, пусть закончится. Понеслась линд. Это хорошо, тайп-чек. Ну, уже так посмотрим. И у него сразу все прошло даже, да? Получается. Угу. Тесты прогнал. Он как будто в memories заглянул. Я добавил детальное логирование. Окей. Логику копирования формата из строки. Ну что, Пожалуйста, перезапусти сим. да что, легко. Блин, вот для этого скрипт бы написать. Судя по всему, очень часто руками приходится. Ну, кстати, да. Наверное, это не так сложно, да? С помощью, опять-таки, курсора. Вот. Ну, просто если эту идею развить, то ты придешь к юнит-тестам. Что? Ну, если эту идею развить, то ты придешь к юнит-тестам. К юнит-тестам. Чтобы не ходить в Google Sheet, не стучаться, да, быстрее все это прогонять, надо их замокать. Ну, а в итоге вот это юнит-тест. У нас тут стройку затеяли, не знаю, слышно?
Да, слышно было, но ничего такого. Ну, в смысле, Слышно, но как будто тазами гремят. Ага. Тут и собаки лают, и люди кричат. Всё это похоже. опа, что-то поменялось. Сейчас как добавим Access. Ну, там я вижу ошибки, Ага. но он хотя бы что-то, хотя бы что-то уже поменялось. Уже какое-то форматирование скопировалось. Да, оно почти, смотри, везде доллары, цифры правильные. Просто вот Но он, это получается, не использовал, да. странно. Мгм. Ох. Быстро, сейчас мы быстро ему это объясним. Теперь вернуться к старому агенту и сказать, что новый агент нашел правильный путь. Ну, сделать. Да. Или конкурс устроить, да, решение. Это такой функционал был где-то на фрилансе когда-то давно. Конкурс, по-моему, назывался. Публиковали работу, и кандидаты предлагали свои решения готовые. И выигравший забирал оплату. Ой, ну это либо оплата должна быть какая-то большая, Вот либо... так было, да, когда-то. Ну, с агентами можно так же, да. Окей, так, значит, что мы ему объясняем? Что? Вот эта колонка J, да? Он, смотри, можно посмотреть, что он что сделал. Он скопировал строку, да, и вместе с форматированием, потом ее заполнил. В принципе, это то, что и нужно было сделать. Но потерял колонку J и не удалил, получается, Да. шаблонную строку после этого, да? Так надо было сделать. И еще в шаблонной строке не показывается сумма. Да, это тоже. Она показывалась раньше? Это не новая ошибка? Что-то я вот это не помню. Ну мы же можем посмотреть старую, предыдущую итерацию. Но она и не показывалась. Но в General Expenses показывалось, да? сам D3. Он просто пишет сам вот этого. Может, у нас в шаблоне? Может, у нас в шаблоне беда? Но мы не знаем. Окей, но мы не это решаем. Все будет правильно работать, когда строка будет одна. Ну, там будет сам D2 и будет правильно показывать. Значит, что у нас получается? Алгоритм теперь, смотри, вот он пишет, если добавляем первого специалиста, используем строку 2, без ставки новой, копируем форматирование строки 3. Только формат происходит. Затем вставляем формулы из конфигурации, но они же при этом не... Или он их вставляет с этим флагом, который продолжает? Не надо ничего копировать из строки 3, если он использует строку 2, правильно? Он не сделал то, что он... Ну да. И вот это вот действие лишнее. Попробуй еще, знаешь, как я делаю? Я вот то, что его ответ, я беру, копирую и как цитату его. Вот, то есть, где он не прав, да, вот копирую. Ну да, просто типа отвечаешь по пунктам. Да, вот именно предложение там копируем, там форматирование строки 3, в кавычки выделяю и описываю ему здесь, короче, не то. Вот так, мне кажется, там получше. Так мы делали, да. Так, если так, используем строку 2 без вставки новой. Это правильно. Это правильно. Но он же этого не сделал. Да.
Ну, вот ты пиши ему комментарии, типа, Да-да. на пункт каждого его изречения, да? Да-да. Пис- Но ты вставил новую строку. Над предыдущим. Это не требуется. А? Это не требуется, да. А. Ну, Оно уже есть во второй строке форматирования. Не надо ничего копировать с третьей. Не-не-не, смотри. Второй пункт все правильно, я про третий. да. Ну, про копирование, форматирование. Да, подожди, что я уже... Вот это не требуется. Это не требуется при вставке первого, да, специалиста. Специалиста, строка уже форматирована и готова к заполнению данными. Хотя вторая формула из конфигурации. Ну, правильно. Да? Правильно. Мгм. Он же правильно вставил. Мгм. Ну, в общем, да. Пока непонятно, как со вторым будет ли он копировать. Ну, но когда понятно будет, тогда и правильно. Окей. Что-то надо принципиально менять, мне кажется. В подходе? Мне кажется, надо еще глубже проваливаться в реализацию. Ну, то есть смотреть в код, понимать, где он не прав, и просить исправить уже код. Ну, то есть не на уровне требований. Да. Вот я так с Gemini и делал, когда у меня платные закончились, и, в принципе, нормально. Как бы, без как бы. Сразу... Но это уже больше голову надо включать, да? Это... Да, но это уже не вайп-кодинг, это просто такой ассистент. Ну да. Ну, тоже не совсем вайп-кодинг. Интересно было бы попробовать. Ладно, накоплю, точно попробую. Cloud Max купить себе за 200 и агентом именно ходить по... Ну, Думаешь, принципиальная разница будет? Вот что-то сомневаюсь. люди в подкастах говорят, что их устраивают всякие сеньоры. Я здесь запускал курсор в экспериментальном режиме. Ребята сделали его работающий как этот Devin. Слышали, да? Который за 500 баксов штука. Вот, мультиагентный режим, когда у тебя одна модель — это постановщик задач, другая исполнитель, и они вот друг к другу обращаются, через файлик общаются, один составляет отчет о проделанной работе, другая принимает. Они огромную задачу просто берут и решают одним скопом. Вообще выглядит все отлично, прям классно, прям замечание один ставит, другой исправляет, только не работает. Все классно. Один маленький недостаток. Мне кажется, что будет похожая история. Но мы же видим, да, как принципиальные возможности, да, модели. Ну вот чем их можно компенсировать в автоматическом режиме? Я не вижу пока что. Как? Все равно нужен человек, который будет сидеть, анализировать, принимать, отклонять. Посмотри на... Да, и этот человек не может просто обладать знаниями бизнес-требований, он прям должен понимать в код. И это тоже, да. Ну, то есть, я не вижу пока возможности обойтись без человека. Вот это наши немножечко вот эти успокаивает мое 38-летнее эго. В общем, пока что, да, весь наш опыт это подтверждает.
Без человека, к сожалению, пока никак. Это у нас не самая сложная задача. Прям далеко не самая сложная. Посмотри, какие-нибудь настоящие проекты, да? Особенно какой-нибудь legacy код, где человеку страшно. Вообще, no way. А ты, Никита, говоришь, перестал писать код. Это принципиальная позиция? Что случилось? Или это личное что-то? Занимался своей профессией изначально. Просто какое-то время, сейчас как раз закончил, начну сейчас писать, заниматься проектами. Принципиально больше не программирую. Ой, что я сделал? Так, да. извините, я уже немного расплавился. Я просто без кондей сижу в комнате. Так же. Те, кто в Белграде, наверное, поймут. Да, айдишник и на синхронизацию, да? В общем, лезть в исходник, но думать лень. Что? Ну, я говорю, что надо лезть в исходник по-хорошему, но думать лень. Да. Вот что жара делает. Думать В лень следующий стало. раз подойти к этому так, что мы лезем в код и уже конкретно говорим модели. Да. Чем делаем. И, возможно, это будет очень быстро тоже. Возможно. Возможно, там какую-нибудь строку исправить. Причем мы Просто можем это полезть... требует ментальных усилий. Мы можем полезть в код, кстати, тоже с моделью, да? То есть подойти к этому, как вот мы открыли проект, и пусть она нам объясняет, как что работает, да? По шагам, чтобы у нас появилось понимание, и тогда мы поймем, что исправить. Мне кажется, вот так надо. Ну да, двигаться от общего к частному, я так и делаю всегда. Вот. Я не пытаюсь не ставить очень большую задачу, типа реши все за меня. Было бы удобно. Вот сообщение от заказчика. Мы тоже это понимаем, но мы же здесь не первую встречу. И были моменты, когда Курсорс и другие системы себя показывали вообще очень многообещающе. То есть поначалу он прям куски проекта выдавал в довольно работоспособном состоянии. Потом, когда кода накопилось уже приличное количество, вот началось... Ты смотри, сейчас как allow access дам и... Я просто... Ну нет, да. Может, insert. Да, insert. Да. И смотри... О, молодец. Спасибо, Никита, за то, что такое хватит жить с этой женщиной. Посмотри, сколько других есть рядом. Они тоже замечательные. Не понял аналогию с женщиной. Модель. Я про модели говорил, что типа и попробуйте вот 3. И вот оно, и да, и стравили мы их, и все, да, и правильно. Фу, бизнес-задача закрыта. Смотри-ка, и сумма, тут все нормально. Ну пока. А давай проверим с 2 специалистами. Да, может быть. Для этого нам надо... Ну, еще бы General проверить, что там ничего не сломалось. Ну да. Да, рано радуешься. Проверь все тесты. Тоже надо allow, да. Да, Никита, поэтому мы не то чтобы вслепую пытаемся, мы просто пытаемся так же, как раньше работало. Просто объем кода растет, тоже insert в виде моделить надо. И он, да, прямо спотыкается о... Непонятно, о размере кодовой базы или о чем? Я думаю, размер кодовой базы, инструкции, требования, все же это обрастает. Больше и больше становится информации. Ок, тут все работает. Добавляем еще одного специалиста и синхронизируемся еще раз. Давай, может, не Джона, а кого-нибудь другого, да? Давай. Марк. Отлично. Тоже выборный, ну ладно.
Ну, пусть такой же будет. Ну ладно. Окей. Да, Так, и просто синк заново. и закоммититься, да, не забудьте. Да, точно. Ну, да, но пока не было причины коммититься. Так, Сейчас вроде... Сейчас даже если здесь что-то не сработает, то все равно есть причина, потому что он... Итак, это Project Info, General Expenses. Ну, копирование. Ага. Ну, почти. хотя General Expenses работал. Да. Не, я не помню, чтобы... С двумя мы проверяли. А ты Или- сделал, да, импорт? А? Allow сделал, да? Кстати, нет. Форматирование точно от этого не Форматирование зависит. слетело, да, это я вижу. А подсчеты? И вообще. Но ему можно объяснить, в принципе, то, что происходит сейчас, я думаю. Ага. Может, даже скриншотами, да? Да. Давай закоммитимся, да? Давай. Тебе через 5 минут уже, да. Да. Ну и нормально. В общем, хотя бы частично проблема решена. Просто сейчас попробуем. Да, половина проблемы. Мгм. Модель будем возвращать? Что? Не, мне кажется, надо с этой оставляться. Которая, не знаю. Окей. Да, я бы оставил 3. Ну, типа, она решила пол проблемы. Ну пусть продолжает, да. Ну и, наверное, скажем что-нибудь, что на одном специалисте все правильно сработало, но когда добавил еще одного, потерялось форматирование, нет формул, смотри скриншот. Я бы на скриншоте еще колонки эти, которые справа, расширял бы, потому что он, возможно, там может запутаться. Там они не влезают в ячейку. Что ты имеешь в виду? Сейчас, секунду. Тогда добавил еще одного. Еще одного специалиста. Форматирование не применилось, формулы не вставились. Так, теперь, Никита, что ты говорил? Что не так скриншот, как ты сделал? Да, или вот что видишь, делать? John, Project Name, я бы расширил J и K колонки, потому что, прикинь, у него может диссонанс произойти какой-то. Ну, чтобы они... Что KLM? Да. Ну, давай. Здесь одна колонка. Я думал, там еще K есть. Ну, окей. Ну, все-таки лучше, наверное, так. Ну, на этой почве пока не было. Пока не было, да, проблем, но... Ну, дело в том, что мы же не знаем, из-за чего может быть проблема. Как бы. И мало ли, может, с такой глупости может быть проблема, да? Сработало. А что у меня? Да, нормально. Это удалилось. Не, на одном специалисте работало правильно, но тут часть фразы пропала. Но... При добавлении еще одного специалиста. Так, вроде да. Надо было сказать, что и в General Expenses, и в Payment Distribution. Ну ладно. Давай посмотрим, что кажется. Если хоть в одном заработает, уже потом... Да. Не самое эффективное сейчас получается. Как будто. Вот интересно, как он закроет период. Это уже следующее, да.
А закрытие периода... Смотри, в чем закрытие там бизнес-логика? периода, что нужно сделать? Надо скопировать current период в отдельный шит. Потом во всех непроставленных периодах у специалистов в проекте проставить период, который мы задаем, видимо, через endpoint. Ну, допустим, там июнь 2025, да, вот так период называется. Ага. Этим именем назвать шит, проставить его во всех таймшитах и проставить в шите в колонке период. И тогда все должно правильно посчитаться. Будто бы ничего сложного. Ну, блин, скопировать очень сложно. Так, тесты пошел запускать. Да, более основательный, да, парень? Вот это, но это радует, да, что тесты применяются регулярно после каждого. Так, это последний раз мы сегодня Да. дергаем Мгм. в надежде, что это работает. Да, звучит несложно, действительно. При этом, что там может пойти не так? Что может пойти не так? Вроде даже ничего не может, да, пойти не так. Да, возможно, эта задача даже проще, чем добавление специалистов. Просто, получается, создай, распихай и вставь какие-то данные в уже существующие колонки. Наверное. Ну, Мгм. В общем, и логика здесь путанная. Получается, идея копировать из шаблона не очень удачная. Если бы заранее знать, ну как? что вот столько будет костылей, да, то можно было бы что-то другое придумать. Ты предлагал бы сразу описывать форматирование в коде типа, и создавать... Ну, конфиги, например. Ну, да. Причем в конфиге, наверное, можно даже примером делать. И тогда бы у него не было бы вопросов, когда вставлять, когда не вставлять. У него есть строка с примером, да, и он ее использует. Ну, просто если бы я предполагал, да, что вот такой вот будет затык, можно было бы по-другому задачу поставить. В принципе, вообще все темплейты можно перенести в один файл, в один конфиг, да? Это, может быть, удобнее было бы. И все по шитам распихать. Просто по шитам, да? Типа конфиг, Чтобы не формулы, было... темплейты. Да. Угу. Ну так. Но само по себе все равно темплейты должны быть физические, то есть их в коде описывать. Не, сложно, хардкодинг плохо, это я согласен. Угу. Это я согласен. Чё? Так, Джон появился. Validation error там был, да? Что? Validation error? Я не понял. Нет, 200. Погоди, я что-то увидел такое в ответе API. Показалось? Там что-то 422 какая-то было. Да. Это... Не, это пример. Все нормально, все нормально. Так, обратно. Мы проставили часы Джону. Теперь мы должны дать разрешение одному шиту. Смотрим. И теперь добавляем еще одного в Project Info, да? Ну, посмотрим, что сейчас все правильно. Так оно... Да. Ну опять вставить.
Ну, хорошо. А Ctrl-Z работает? Работает. Чуть-чуть быстрее. Мгм. И теперь мы добавляем в Project Info еще одного специалиста. Мгм. Сколько мы это делаем в один раз? Я просто... Джон 2 будет. 2, да, и другие цифры. Марк не зашел. Прошел испытательный срок. Да. Ну, у него ставки Мгм. высокие были. Да. И еще раз синкаем. Да, Марк слишком много хотел. Не сработались, верно. Можно ставки делать? Да, вот, кстати, вот это уж точно game of chance, блин. Сможет ли реализовать бизнес-задачи, и там можно, ну, типа, с какого запроса, сколько запросов идет. Да-да-да. Ну, кстати, знаешь, это для теста веб-кодеров вполне может быть, да? АИ-кодеров. Сколько займет времени, денег и получится ли? А, ты имеешь в виду прямо для собеседования, в смысле, как это, для приема? Ну, это как своя игра, знаешь, такая. Веб-кодеры сидят, и им вопрос задают. А, вот такие у тебя будут конкурсы на свадьбу? Да, Когда тамада PM, да? Джон 2. Да. 3-4. А, у меня же, ну, да опа, ладно. Джон 2. Все правильно. Неужели? Коллау сделаю, и все заработает. Неужели? М, А ты один у час? меня второй час. Погоди. Я не вышел из А, клетки. все нормально, да. А там это не его косяк, это в любом случае Google, да? Ну, просто, да, синка. И смотрим. 7 часов. Клиент период. 7 часов. Все, где эти черные очки, которые падают на глаза? Хотя после стольких попыток это уже просто скромное кивание достаточно определяет. Да. Так, The General Expenses мы еще не посмотрели. Давай посмотрим. Так, тоже Илау. Хвала добрых, все. Отлично. Вот эта часть заработала. Тут есть еще несколько крайних кейсов. Мы можем, кстати, их сейчас и не трогать, да? Мы можем оставить сейчас вот так, да? И Так, сейчас оставляем. да, следующим этапом сделать закрытие периода, это уже полезная будет штука. Это уже можно будет делать не руками тогда. Синк, коммит, все. Ветки, курсор, один бэкграунд, agent тест. Хвала Нему на чему, да? Да. Все. Всем хорошей субботы. Да, ребят, спасибо большое. Роберт, тебе большое спасибо всем, кто подключился. Никита за советы, Олег за советы. Марина тоже был совет. Сейчас мы остановились на том, что какие-то действительно побочные сценарии мы не предусмотрели, но я думаю, мы на них забьем. Хочется, да, действительно делать бэк, переделать фронт, чтобы это приняло какую-то окончательную форму, и тогда уже дальше думать, развивать, не развивать, как, какими силами в рамках этого проекта или нет. Ну, как Роберт сказал, было бы круто уже перейти к фронту, вот. А нас останавливает вот эта вот задачка, получается, закрытием периода только, да? Ну, чтобы смысл был, да, в таймшитах. Таймшиты нужны для того, чтобы рассчитываться с заказчиком и со специалистами, да, а для этого нужно уметь закрывать периоды, без этого не работает. Вот.
И тогда у нас будет основной сценарий, и дальше уже посмотрим. Роберт, спасибо большое, всем спасибо. Да. Всем Спасибо. Спасибо. Хороших выходных. Пока. Пока.